Здрасте, с вами Даня Крастер. Сегодня будем изучать технику, с которой справится даже ребенок, настолько она простая. Но она позволяет достичь прикольных результатов. Рандомных, но прикольных. Называется аквапринт, аквакраска, а по-научному иммерсионное окрашивание. Погнали разбираться. На самом деле принцип этой технологии достаточно прост. У нас есть два фактора. Это гидрофобность краски и поверхностное натяжение воды. Вы знаете, типа на воде бывают масляные разводы такие. Вот они там держатся, и если окунуть в них палец, масло полностью облегает палец, ну или что вы туда засунете. Так вот. Даня, можно мы пораньше уйдем? Чё? Подарочки там купить для девушек. Камон, мы же живем в век технологического прогресса. Интернет должен упрощать нашу жизнь. А вы все по магазам бегаете в надежде урвать что-то стоящее. Ладно, бегите. Голубцы. 8 марта совсем близко, поэтому мы вместе с электронным дискаунтером CityLink подобрали для вас крутые подарки. И если у вас нет времени на скитание по магазину, работаете в офисе или 5-2, как я сейчас. Секундочку. Да? О, приехали уже? То ваши товары доставит вам курьер. Давайте посмотрим, что у нас тут. Вот этот ручной пылесос Dyson V8 Absolute Plus. Подходит для всех типов напольных покрытий, технология фильтрации 2-Tier Radial, большое количество самых разнообразных насадок в комплекте для уборки разных поверхностей. Итак, беспроводной пылесос. Мало того, что это дико удобно, типа никаких проводов не тянется из соседней комнаты, не вырывают розетки. И что очень круто, не надо трогать мусор, который находится в пылесосе, потому что очищается вся эта корзина вот таким вот образом. И вот еще один дополнительный фильтр. Также в нем есть куча плюшек, таких как электромоторы на вот этом барабане. А также карданное соединение, которое очень и очень удобное, потому что оно двигается просто буквально стоит немного повернуть руку. Я знаю, что в большей части пылесосов вот этот момент настоящий батхерт. А это электрическая зубная щетка Philips Sonicare для любимой женщины. Первое время от ультразвука будет трещать весь череп, но производитель это дело учел, и щетка сама увеличивает мощность в течение 2 недель пользования. В комплекте дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой. Есть несколько режимов работы. Обычная чистка, уход за чувствительными деснами, отбеливание, чистка языка и даже полировка. Пойду отполирую свой железный зуб. А это двухстороннее зеркало Bührer BS55. Поможет давить тебе или твоей женщине, или, как правило, твоя женщина будет давить тебе прыщи, как это обычно и бывает. А потом будет сама сидеть, красоваться и макияжи всякие наводить. Эти и остальные товары ищите в электронном дискаунтере CityLink. Тут всегда широкий ассортимент и низкие цены. Переходите по ссылкам в описании к этому видео и торопитесь подобрать подарки. Ходят тут всякие, отвлекают тоже мне. Так вот, все, что нам понадобится, это какая-то емкость с водой и краска, которая в этой воде не размешивается, то есть не растворяется. В первую очередь нам нужна емкость с водой. Какая-то емкость будет совершенно неважно. Главное, чтобы там хватало места погрузить деталь в саму воду и еще опустить и поболтать, чтобы смыть куски краски. Ну вы, короче, сейчас сами все поймете. Так как этот видос приурочен у нас к 8 марта, я предлагаю женщинам взять на вооружение, милым дамам взять на вооружение такой метод. Можно считать, что этот видос подарок как женской половине, так и идеи для украшения своих подарком женской половине для мужиков. Первое, что я хочу попробовать, это обычные лаки для ногтей. Их можно взять у жены и получить потом пиздюлей за то, что ты накосячил какую-то непонятную штуковину. Колорист херов. They not living for you, and you not living for them. Do you? Итак, лаки. Лаки для ногтей. Давайте смотреть, как они будут вести себя на воде. Кап. Падла. Утек. Утоп. Здесь надо аккуратно положить каплю на поверхность воды. Вот она, собственно, растекается потихоньку. Добавим еще пару капель. Порандомнее можно все это дело распределять. Оно все равно потом перемешается, все и будет круто. И еще пару цветов. Так, вот так, пару капель. И еще несколько капель. В принципе, краску можно юзать вообще любую. То есть любая, которая будет вот таким образом себя вести на воде, она подойдет. Дальше зависит от вашей фантазии и дальнейших методов обработки, типа покрытия лаком и так далее. Значит, есть у нас вот такая вот клякса. Я предлагаю ее немного переболтать, перемешать. Уи, поплыла. В принципе, отличная тема для того, чтобы сделать
покрасить какую-нибудь штуку с детьми. Я думаю, им зайдет. И когда тебя спросят, что ты делал вчера, ты скажешь, я красил воду лаком для ногтей. И неважно, что подумают. Эти кляксы, они сейчас достаточно натянуты, нам бы их немного подразбить. Рвете кляксу, и поверхностное натяжение делает свое... Ёпты, все в труху. Нет, все заново. Не успели, лак подсох, дальше не смешивается. Фу, таким быть. Давайте еще разок. Ну, какие-то такие кляксы у нас получаются в этот раз. Я думаю, стоит их перенести уже на пиалку. Нам надо будет окунать все это дело под 45 градусов. Аккуратно в натяг с той штукой, которая находится на поверхности. Блять, хватило бы сил мне удержать блюдечко в таком положении. Оп. И вся краска у нас переносится на пиалку. Выглядит, в принципе, оригинально. Играться с цветами и раскраской можно сколько угодно. Соответственно, лак для ногтей у нас прилип. Дальше стоит проверить, что с ним вообще делать. Ну, типа, стирается он ногтем или не стирается примерно через сутки, я думаю. Если стирается, просто можно закатать лаком. Потом ставите это дело в сервант. Оно вам напоминает о былых временах, и вы его никогда не достаете и не трогаете. Лак я хотел показать как факт, но настоящее веселье начинается потом. Давайте перейдем к краскам. Куча банок алкидной. Алкидный же? Да, эмаль алкидная. Замечательно подходит для наших целей. И тут, типа, можно уже просто довериться своему чутью. Например, синий, зеленый. Какой еще хочу? Красный. У нас сегодня подготовлено достаточно много штуковин, которые мы будем красить. И давайте поморочимся над методами покраски, потому что здесь есть некоторые нюансы. Давайте немного подумаем, каким образом происходит окрашивание. То есть у нас есть какая-то некая пленка, которая находится на поверхности воды. И мы туда окунаем деталь. Если вспомнить геометрию, то плоскость можно навернуть не на все. Не на каждую геометрическую фигуру можно положить плоскость, чтобы она ровно легла. Если мы вспомним раскрой планеты у нас, или, допустим, как мы открываем лепесин, у нас получается лепестки, которые обволакивают какую-то сферическую поверхность. И если мы говорим про плоскость, то ее можно уж на полукруг точно натянуть. Это крышка от мотора. Она уже запшикана грунтом специальным, который используется для всех этих бодяг. Я его дальше тоже покажу. Ежели мы берем какую-то сложную фигуру, трехмерную звезду, ее будет уже очень проблематично окрасить таким методом, потому что сначала у нас идут шипы, на шипы у нас складывается пленка, накладывается, есть полости, в которых образуется воздух. Да, кстати, не должно быть никаких полостей, где может скопиться воздух во время погружения, потому что в этом случае, вот, например, хороший пример, вот эта вот яма на дне фляги. Если мы будем окунать вот эту флягу вот этой выемкой вниз, там образуется воздух, и, соответственно, краска не сможет прилипнуть, ну никак вообще, если только с обратной стороны, она потом провалится, провиснет. Да, в принципе, то, о чем я говорю, можно заметить уже вот здесь. Лак на поверхности воды высох, и когда мы начали его натягивать, он сложился вот с такими вот складками, не крутыми вообще. В чем прикол эмали? Ее можно напшикать достаточно много, и она сохнет дольше, особенно на поверхности воды. Итак, давайте приступим. Для начала просто рандомно сделаем несколько пятен. Учтите, что краску надо трясти 3-5 минут, чтобы сбить осадок, который остается от краски на дне. Не зря там эти шарики. Иначе можно забить просто сопло кэпа и будет отстой. Итак, погнали. Красный. Синий. Зеленый. И они у нас в каком-то рандоме вот таком вот перемешались. Давайте красить. Теперь надо помешать, чтобы сбить краску с поверхности. И вуаля! Все, что мы напшикали, примерно таким образом и легло на поверхность. То есть у нас получилась по-детски кастомная крышка мотора. Крышку закрасили, теперь давайте красить флягу. Мне не нравится сочетание цветов красный, синий, зеленый. Хочу получить цвет бекона. Да, кстати, всякую шляпу, если вы не хотите, чтобы она легла на следующее ваше творение, надо бы выловить. Ну или, по крайней мере, ту, которая прям уж откровенно плавает. Этот гайд очень простой и эффективный, что на самом деле радует. Можно играться, сколько влезет. Накладывать краску слоями.
хуями. Оп. А? Как вам такое? Мясная фляга. Если вы хотите, чтобы краска осталась на вашей детали изделия и подольше, то надо юзать грунт, который используется для вот этой эмали перед тем, как вы покрасите. А потом еще дело это закрыть лаком. Тогда все будет четенько, будет долго держаться, классно и долговечно. Собственно, что я говорил про днище. Я постарался его окунуть под 45 градусов, чтобы протекло. Но, как вы можете заметить, я, во-первых, здесь еще пальцем потрогал, да и краски там особо много и не прилипло. Потому что место такое, наверное. Так она растянулась. Для тех, кто смотрел видос про... Как же мы его назвали-то теперь? Как сделать любой корпус, по-моему, он называется. Если совместить две вот эти технологии, вакуумной формовки и иммерсионного окрашивания, можно получать достаточно крутые корпусы для машинок и для... Я не знаю для чего. Просто это корпусы, скорлупки, которые можно красить. Машинки, модельки, что угодно. Это самый простой и быстрый метод покрасить такую штуку, как мотоциклетный шлем. Так вот, машинка. Ее бы на самом деле закатать в белый перед покраской вот этой всей шнягой, чтобы была нормальная подложка, чтобы краска светилась. Но в любом случае я вам покажу, как вот эта шляпа ложится на столь кривую поверхность. Все обогнуло, везде покрасило, везде растянулось. Конечно, каплями, дерьмово. Экую-некую текстуру получить удалось. Ну все, пиздец. Двойная экспозиция. Вот хочу я, например, синюю бутылку себе под что-нибудь. И синюю, красиво синюю, не плотно синюю. С разводами, да всякой шнягой. Наверное, еще чуть-чуть белого стоит добавить. Вот как-то вот так вот. Вообще, на самом деле, можно создавать свою текстуру с завихрениями воды. Вот если здесь сейчас ебануть водоворотик, наверное, в круглый бы лучше получилось. Ну да ладно, сейчас он стянется, и будет, я думаю, прикольно. Некий синий мрамор. Погружаем. От того, как вы шевелите деталь в воде, также будет зависеть рисунок. Не стыдно, я думаю, получилось в целом. Очень даже подставка для зубной щетки. Давайте продолжать дальше. У нас есть бутылка для винца. В какой мы закатаем бутылку для винца? Наверное, красный. И... Это что за цвет? Черный. Красный с черным. Давайте пробовать. Во время работы с краской пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Не смотрите на меня, долбоеба, потому что. У нас получилось кровавое месиво, похожее на чертов ад. Говнище какое-то, похоже на лаву. С краской можно играться, ловить вот такие эффекты какой-то скорлупы. Например, если вы хотите покрасить светильник. В целом это должно в какой-то хорошей комбинации, удачной, должно очень неплохо выглядеть. Продолжаем развлекаться. Что у нас? Красный есть. Давайте обратимся к зеленому. Я хочу покрасить пару желтых фляг. И давайте окунать. Здесь очень прикольно сочетаются цвета. Вторую давайте попробуем закатать в синий. То есть если зеленый на желтой подложке выглядит вот таким вот образом. В принципе, что, молодежно, стильно, модно. Можно пушки красить, как в CSGO. Экстремальный цвет! Сейчас я покажу, о чем я говорю. Вот если ребенку вот такое показать, он скажет: экстремальный цвет! Значит, что у нас есть экстремально окрашенный, этот самый, кто он там был. Давайте попробуем с синим, что получится. Кунаем! Прям вот зеленый и получился. Давайте сравним. Синий на желтом и зеленый на желтом. Зеленый даже поприкольнее как-то выглядит. Мы на самом деле вчера угорели, увлеклись и начали красить вот такие вот лотки для крепежа. У нас появилась целая касса.
И мы подумали, почему бы не закастомизировать? Давайте попробуем сейчас. Во-первых, это быстро. Во-вторых, текстура получается всегда разная. То есть всегда это какой-то элемент рандома, что интересно. Давайте напшикаем вообще ереси всякой. Все краски смешаем. Эмаль металлик. Полезай. Это что за цвет? Не знаю. О, да, кстати, белого можно для контрастика. Еще красного. Красного сверху, белого. Синего туда. Ну, просто мешанины ебатни. И туда мы кунаем вот эту штуковину. А? Да я бы сноуборд бы в такое покрасил, доску бы в такое покрасил. Вот экстремальный цвет получается, экстремальный. На самом деле, дико напоминает попрыгунчики или воздушные шарики, которые покрашены тоже в такой кислотный рандом. Оп. Теперь у нас получается вот такой вот рисунок. Это из тех же красок, которые были. Давайте... Меня уже не остановить, давайте смешивать все. Больше краски, больше красного. Теперь вот этот. Я не знаю, что это за цвет, но пусть его будет больше. Теперь вот этого больше. Ой, фу, блядь, черный. Фу, черный, фу. Перчатки кастомные. Кастомные перчатки. Вчера кастомная рука была, да. А, у тебя поэтому она вся... Нет. Побольше, побольше. Больше мешанины, больше кала. И замешиваем эту блевотину. Ну, такой уже голимовастенький, на самом деле, рисунок. Таким образом, какие-то дизайнеры могут получать, на самом деле, для себя уникальные текстуры. Вот надо для игры что-то сделать. Ты мешаешь это не программно, а просто вот смешав две краски, окунув туда какую-то, я не знаю, плоскую деталевину, сфоткать это дело потом и потом нанести в игре такое же. Потому что сочетание цветов достаточно богатое, я не знаю, нейросетки сейчас вывозят такое рисовать сами. Мне подсказывают, что да, поэтому нахуй мою идею. Я думаю, с краской все понятно, можете создавать свои рисунки, свои текстуры и всякое прочее. Но эта технология еще не закончилась. Как нам нанести что-то конкретное, то, что я хочу распечатать? Я хочу получить текстуру дерева или арбуз обкатать буковками Луи Виттон или стикер-бомб панель хочу в тачку себе сделать. Как быть? На помощь приходит то же самое иммерсионное окрашивание, только пленку мы будем использовать покупную. Эта пленка стоит на самом деле недорого, что-то в районе 200 рублей за погонный метр. Лупить ее можно таким же макаром. Собственно, для нее максимум, что еще в плюс понадобится, это активатор для растворения пленки, чтобы она, типа, прям вообще растворился у нее слой. Он, по идее, на желатиновой основе. Сначала пленка попадает в воду, мы ее размягчаем, потом пшикаем активатором. Ну, вы сами сейчас все увидите. Будем юзать вот такую вот пленку. Черепа. Насколько я понял, глянцевой стороной надо ее вверх. Далее мы ее кладем на воду. Еще таким образом, чтобы она не утонула. Сама по себе пленка очень хрупкая. Она буквально как вот типа белок от яичницы, который остается на тарелке, такая же. Ее можно порвать очень просто. Особенно просто, когда она находится на воде. Это просто какой-то ад. Значит, скрутили пленку, кидаем. Сука, раскручивайся. Все, пиздец, запорол кусок. Нельзя мочить до того, как вы ее положите на воду. Вообще нельзя мочить. Желатиновая основа склеивается. Попытка номер 2. Оп, убираем пузырики. Уголок у нас утонул, падла. Я так полагаю, обычно используется либо кусок побольше, чтобы он поровнее распределялся. Вообще советуют использовать малярный скотч по периметру всей этой штуки. Но мне малярный скотч не очень понравился. Ждем 2 минуты, пока она промокнет. Можно пока выгнать пузыри от С2. После того, как прошло 2 минуты, мы пшикаем активатором, чтобы эту пленку поднатянуть. Расстояние 20 сантиметров. Его надо немного. Если очень много, он просто вообще сразу же растворит эту пленку. Теперь ждем 20 секунд. Ну что, я думаю, момент настал, и мы можем клеить пленку вот на такой моднявый чехол для телефонья. Ну что, погнали?
Вообще что-то не пошло ни хера. Диман, ты что за пленку дал? Это же клеенка крашеная. Оп. Да, походу вот этой стороной надо наверх. На текстурной пленке хер чё просышь. Ну что, 2 минуты прошло, давайте пропшикивать. На самом деле мы что-то сломали. Либо ведро сломалось, либо вода сломалась. Потому что вчера все получалось, а сегодня что-то не особо. Но я все равно попробую. Нет, дерьмо собачье. Все должно быть не так. Нет, перестань, фу. Ну, надеюсь, в этот раз все получится. Бля, не, она опять начала склад. Да пошла ты нахуй вообще. Что за пленка голимая? Срань. Все, не хочу больше черепа. Хочу, чтобы телефон был мраморный. Вот мраморная себя нормально ведет. Сразу видно, вот здесь уже лопаться начала. Кстати, столько нюансов, сколько здесь, я вообще не ожидал на самом деле. Куча вообще всяких штук, которые надо учитывать, знать, набивать руку на вот эти вот все движения и так далее. Ну что, окунаем, пока все не растворилось. Пиздец. Вообще пиздец полный. Диман, что-то не так. Я же тебе говорил, H2O неси, а не это, HO2. Все перепутают вечно. Во, вот это начало растворяться как надо. И пока все это дело растворяется, я думаю, успеем закатать. Бультых? Как вам? Мне кажется, все получилось. С косячками, но почему бы и нет. Но я все-таки черепастую пленку сегодня победю. Так просто она не отделается. Оставляем на 2 минуты, потом пшикаем, потом будем промакивать еще раз. Ну что, пробую последний раз черепа закатать. Если не получится, я так не играю. Во! Другой разговор совсем. Оп! Найсово. Все-таки, когда соблюдаешь технологию, оно все как-то и сподручнее получается. Ну и как идейка для подарка 8 марта, если у вас есть фото любимой женщины в рамке, и вы хотите его украсить, и, возможно, просто добавить фотографии в свою спальню, квартиру и порадовать любимую женщину, то можно из галиции покрасить рамку. Даже вот такая вот пленка продается. Можно облуевитонить все вообще, все, что хочешь. Сидушку на сортир себе сделать богаческую. Значит, кидаем это дело. Пузыри нам вообще не нужны. Уходи, пузырь. Ждем 2 минуты, пропшикиваем и макаем. Короче, 2 важных момента. Когда кидаете пленку на воду, надо дождаться, чтобы желатин весь растворился, и пленка как бы легла, прям вот стала одной поверхностью вместе с водой, вместе с водной гладью, так скажем. Все складки, все стрелки, они, как вы можете заметить, со временем разглаживаются. Ну и вообще пленка становится такая прям... Не трогай меня! Ну что, готовы мы покрасить Ли. Блять, надо все пузыри еще обойти. Погнали. Оп. Облуевитоненная рамка. Лучше бы это, конечно, выглядело на подложке, но, тем не менее, я думаю, задумка вам понятна. Вот такие вот дела, вот такие вот пироги. На самом деле, технология достаточно простая, и как технология, и как идея для украшения каких-то элементов, подарков, идей подарков и так далее, и тому подобное. Если вам понравился видос, и вы сочли информацию в нем полезной, или просто интересно, весело, ставьте лайк, пишите коммент, подписывайтесь на канал. Не забудьте, что мудацкий колокольчик сейчас работает в режиме, если вы только ткнете там все оповещения. Только тогда вам будут приходить новые видосы. Прямо вам конкретно как оповещение. Потому что подписка сейчас работает по-дебильному у ютубца. Всем спасибо за просмотр. С вами был Даня Крастер. До скорого. Увидимся в следующем видосе. Ну какие штучки все-таки, Блять.